Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим на тему инвестирования в акции, как вы, как новичок, можете купить акции на фондовом рынке. Ну и для начала, что же такое акции простым языком? Это, можно сказать, доля в бизнесе. То есть вы покупаете маленькую часть компании. То есть вместо того, чтобы купить iPhone, вы покупаете несколько акций Apple, и вы уже не потратили деньги на сам iPhone, а стали совладельцем компании Apple, и еще плюс к этому вы получаете небольшие дивиденды. Сразу скажу, что есть компании, которые платят дивиденды, то есть делятся с вами как с совладельцем своей прибылью. Есть компании, которые не платят дивиденды. И также вы можете заработать не только на дивидендах, но и на росте. То есть, если вы купили, к примеру, акции Apple 10 штук по $100, а продали там, образно прошло 2 месяца, продали по $150, то вы на продаже 10 акций заработали чистыми $500. Это чисто к примеру. Я должен упомянуть о том, что ни в коем случае нельзя инвестировать кредитные деньги. То есть, даже если вы на 100% уверены, что вот завтра, послезавтра эта акция или любой другой актив стрельнет, нельзя ни в коем случае инвестировать, потому что стопроцентной гарантии нету ни в чем. Прежде чем начать инвестировать, вам нужно хорошо разобраться вообще в этой сфере. В этом вам помогут книги. Я бы хотел порекомендовать книгу Бенджамина Грэхэма «Разумный инвестор». Ну и, конечно же, кроме этой книги, я рекомендую вам пройти курсы, посмотреть YouTube видео, множество курсов. В интернете очень много как платной, так и бесплатной информации, поэтому обязательно, прежде чем покупать какие-то акции, хорошенько накормите свой мозг всем, что касается этой сферы. Только тогда вы уже можете начинать что-то делать. Также вам нужно разобраться в том, что же такое технический анализ. Следующим шагом будет выбор брокера. Большинство людей думают, что это какой-то там мужик, который сидит в офисе и ему нужно звонить и говорить, что вы там хотите купить акцию Apple или Tesla, Google и так дальше. Но это все стереотип, навязан нам из американских фильмов. На самом деле брокер это сейчас обычный сайт, на котором вы регистрируетесь так же, как на Фейсбуке, только там меры безопасности намного выше, там нужно предоставить свои документы, и тогда вы можете торговать на бирже, покупать. Не обязательно торговать, можно просто купить акцию и себя держать. Следующий. Начинайте инвестировать с небольших сумм, и только те деньги, которые у вас, так сказать, лишние, не последние ни в коем случае. И по чуть-чуть набирайся опыта, разберись в интерфейсе своего брокера, и так понемногу ты сформируешь свой инвест-портфель. Есть несколько вариантов формирования своего инвест-портфеля. Это акции роста, то есть вы покупаете в основном акции, которые вы рассчитываете, что они будут расти в ближайшем будущем. Это акции дохода, то есть вы покупаете акции в основном для того, чтобы получать дивиденды от этих акций. И как по мне, самый лучший вариант это смешанный, покупать и акции роста, и акции дохода, для того, чтобы по максимуму диверсифицировать ваш портфель. Также еще должен сказать о том, что нельзя ни в коем случае покупать только, к примеру, акции российские, либо американские, либо европейские, или же одной какой-то галузи, то есть акции фармацевтических компаний. То есть нужно покупать акции в разных отраслях, то есть в сфере питания, в сфере здравоохранения, IT и так дальше, для того, чтобы, если будет какая-то просадка, для того, чтобы ваш инвест-портфель не так сильно ощущал ее, и когда вы будете в своем кабинете брокерском, вы уже будете видеть, что вот, к примеру, если вот сейчас с этим коронавирусом кризис,
Компании в сфере питания, они очень просели, потому что люди на самоизоляции и уже не так часто ходят по ресторанам и кафешкам. А вот компании в сфере здравоохранения очень хорошо подросли, потому что, как бы это печально не звучало, но люди начали болеть, и из-за этого акции компании подросли. Или, к примеру, компании, которые занимаются выпуском игр, или даже банально компания Zoom, как акции ее очень сильно подскочили, потому что очень много людей начали пользоваться ихними услугами. Поэтому на сегодня все. Если вы хотите еще больше таких информативных видео, если хотите увидеть, как я инвестирую, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и ждите новых видео. Всем пока!